Вы все еще думаете, что самое страшное в Амазонке – это анаконда? Мило. Потому что там есть вещи, которые не кусают, не душат. Они просто выключают вас как систему. Быстро, тихо, без права на ошибку. И самое интересное, вы даже не всегда понимаете, что именно вас убивает. Сегодня 7 уровней опасности Амазонки. От того, что просто неприятно, до того, после чего уже не остается вопросов. Так что устраивайтесь поудобнее, налейте чай, кофе или что-то посерьезнее на всякий случай. И да, если вам заходят такие истории, одна кнопка подписки тихо решает, чтобы они появлялись чаще. Без шума, как здесь любят. Поехали. На 7-м месте существо, которое изобрело электричество за 300 миллионов лет до того, как это сделал человек. Электрический угорь. Он выглядит как толстый серый шланг длиной до 2,5 метров, медленно дрейфующий по мутному дну амазонских притоков. Ничего угрожающего, почти скучно. Вода вокруг него прозрачная, чуть коричневатая от танинов, пахнет илом и влажной землей. Угорь движется лениво, почти философски. Местные рыбаки знают его с детства и все равно держатся подальше. Но вот в чем дело. Электрический угорь генерирует разряд до 860 вольт. В обычной розетке 220. Это значит, что угорь бьет в 4 раза сильнее бытовой сети и делает это не один раз, а сериями, до 500 разрядов в час при необходимости. Специализированные электрические органы занимают 80% тела животного. Это не оружие. Это сам угорь и есть оружие, в которое эволюция добавила немного рыбы для приличия. Смертельные случаи от прямого удара угря редки, но не потому, что разряд слабый. А потому что человек после первого удара обычно теряет контроль над мышцами, падает в воду лицом вниз и тонет. Официальная причина смерти – утопление. Угорь в протоколе не упоминается. Идеальное преступление. В 2016 году группа исследователей из Вандербильтского университета зафиксировала поведение, которого раньше не наблюдали. Угорь выпрыгивает из воды, прижимается к конечности жертвы и разряжается в упор, чтобы максимизировать контакт и урон. Это не рефлекс. Это тактика. Существо, которое не имеет зубов, не имеет яда и не имеет когтей, и все равно может вас убить. Эволюция иногда находит решения, от которых становится немного неловко за весь остальной животный мир. Мы оставляем угря в его мутной воде и поднимаемся на сушу. Там нас ждет кое-что значительно меньшего размера, но размер, как выяснится, не имеет к опасности никакого отношения. Позиция 6. Бразильский странствующий паук. Фонеутрия. В переводе с греческого «убийца». Кто-то в научном сообществе явно не страдал от избытка дипломатичности. Он рыжевато-коричневый, размером с ладонь взрослого человека, с характерными красными отметинами на хелицерах. Когда он поднимает передние лапы в стойку, это не угроза. Это предупреждение, которое он делает из вежливости, потому что мог бы и не предупреждать. Однако, книга рекордов Гиннесса официально называет его самым ядовитым пауком в мире. Не самым крупным, не самым страшным на вид, самым токсичным по воздействию на человека. Нейротоксин PHTX3 действует на натриевые каналы нервных клеток. Это значит, что сигналы от мозга к мышцам начинают приходить хаотично, не вовремя и не туда. Боль немедленная, интенсивная, нарастающая. Без антидота – паралич дыхательной мускулатуры в течение нескольких часов. Ну а есть деталь, которую обычно опускают. Странствующий паук не живет в паутине. Он живет на земле, в листовом опаде, в связках бананов, в ботинках, оставленных у порога, в сложенной одежде. Он странствует. Отсюда и название. Это означает, что вы не можете просто не лезть в его место, потому что его место – это везде, где тепло, темно и есть укрытие. В 1997 году в порту Роттердама нидерландские таможенники обнаружили живого фонутрия в контейнере с бразильскими бананами. Паук преодолел Атлантический океан в трюме грузового судна и выглядел при этом вполне бодро. Амазонка иногда экспортирует свои проблемы, даже когда ее об этом не просят. Маленький, незаметный, терпеливый. Он не охотится на людей, мы для него слишком крупная добыча. Он просто защищается. И делает это с такой эффективностью, что разница между нападением и защитой перестает иметь практическое значение. Мы покидаем сушу и возвращаемся к воде. Наша следующая остановка там, где опасность не кусает и не жалит. Она просто сжимает. До конца. 5 место. Анаконда. Юнектес муринус. Самая тяжелая змея в мире, до 250 килограммов живого веса при длине 9 метров. Представьте садовый шланг.
Теперь представьте, что он весит как 3 взрослых человека и умеет принимать решения. Амазонские притоки, где живет анаконда, невероятно красивы. Вода там цвета черного чая, темная, почти непрозрачная, потому что насыщена органикой. Поверхность абсолютно гладкая, лилии по краям. Птицы над головой, тишина, которую хочется сфотографировать. Но природа решила иначе. Анаконда не ядовита. Это важно понять правильно, не как успокоение, а как смену регистра угрозы. Она не тратит яд, она использует физику. Давление сжатия, по различным оценкам, от 90 кг на квадратный сантиметр в зоне контакта. Сердечно-сосудистая система человека не рассчитана на такую нагрузку. Смерть наступает не от удушья, как принято считать, а от остановки кровообращения, значительно быстрее. Анаконда охотится из воды. Она лежит у берега почти полностью погруженная, видны только ноздри и глаза, 2 мм над поверхностью. Жертва подходит напиться. Дальше очень быстро и очень тихо. В 2017 году в провинции Западный Калимантан, это Индонезия, не Амазонка, но вид тот же, поведение идентичное, местный фермер по имени Акбар не вернулся с поля. Его нашли через сутки внутри питона длиной 7,5 метров. Деревня насчитывала 300 человек, никто ничего не слышал. Анаконда не злая, она просто очень большая и очень голодная. И эти два факта в сочетании с амазонской водой цвета крепкого чая образуют комбинацию, которую сложно переоценить. Природа не придумала яд, потому что яд – это лишнее. Когда у тебя 250 килограммов мышц, химия становится излишеством. Кстати, если этот выпуск держит вас у экрана, подписка помогает алгоритму понять, что такие вещи стоит показывать дальше. Одна кнопка и продолжаем. 4 место. Парапанера клавата. Муравей-пуля. Он называется так не из-за формы и не из-за скорости, а потому что укус, по описанию всех, кто его пережил, ощущается как выстрел. Муравей-пуля живет в тропическом пологе леса. Черный, около 3 сантиметров длиной, гигант по меркам своего отряда. Когда колония спокойна, он выглядит почти величественно. Медленно движется по коре, деловит, сосредоточен. Лес вокруг него зеленый, теплый, влажный, пронизанный полосами света между кронами. Запах прелой листвы и орхидей. Именно здесь и зарыта собака. Энтомолог Джастин Шмидт создал индекс боли от укусов насекомых, шкалу от единицы до 4. Медоносная пчела – единица, шершень – 2, оса-тарантул – 4, муравей-пуля – 4+. Единственный, кто вышел за пределы шкалы. Шмидт описал укус как чистую, интенсивную, блестящую боль, как ходить по горящим углям с 3-дюймовым гвоздем, вбитым в пятку. Он сделал это профессионально, методично. И, судя по тексту, с некоторым уважением к противнику. Боль от одного укуса длится от 20 до 24 часов. Не затихает, не пульсирует, просто присутствует, непрерывно, на максимуме. Как сигнализация, которую никто не выключает. Нейротоксин понейротоксин воздействует на натриевые каналы иначе, чем яд странствующего паука. Он не парализует, он просто говорит нервной системе больно, громко, без перерыва. Биолог Кори Мора в 2012 году намеренно позволил укусить себя для документации. В научных целях с протоколом и медицинским наблюдением. Через 7 минут он уже не мог говорить связно. Через 20 минут у него началась неконтролируемая дрожь. Через час временный паралич руки. Он полностью восстановился. Но в протоколе написал одно слово в графе «Субъективная оценка». Невыносимо. 1 укус, 1 муравей. 24 часа. Мы еще вернемся к этому существу, потому что финальная история нашего выпуска напрямую с ним связана. Но сначала 3 места выше по списку. Там нас ждет кое-что значительно крупнее и значительно старше. Настолько старше, что динозавры для него просто молодые соседи. Место 3 занимает черный кайман, Меланосучус нигер. Самый крупный хищник Амазонии, до 6 метров в длину, до 400 килограммов веса. Крокодил, которого эволюция оттачивала 80 миллионов лет и пришла к выводу, что менять особо нечего. Амазонские лагуны на рассвете выглядят как открытки, которые никто не решается отправить, потому что боится, что адресат немедленно соберет чемодан. Вода розовеет. Туман стелется над поверхностью. Попугаи где-то в кронах. Запах воды, цветов и сырой земли. Абсолютный покой. Однако, черный кайман проводит в воде до 18 часов в сутки. Его тело почти полностью погружено, снаружи только узкая полоска спины, которая в полутьме неотличима от бревна. Он не двигается часами, не дышит заметно.
Просто ждет, с терпением, которое невозможно представить существу с теплокровным метаболизмом. Скорость броска до 50 км в час на дистанции до 2 метров. Это быстрее, чем человеческая нервная система успевает зарегистрировать угрозу и отдать команду телу. Укус около 1800 ньютонов. Для сравнения, укус немецкой овчарки – 300. Кайман кусает в 6 раз сильнее. В 2014 году в бразильском штате Амазонас рыбак по имени Жозе Рибейро вышел на берег реки Журуа в 5 утра. Стандартный маршрут, который он проходил годами. Кайман был в воде у самого берега. Рибейро выжил, его успели вытащить. Но руку восстановить не смогли. В больнице он сказал журналистам, что не видел ничего. Просто была боль и темнота. Черный кайман не охотится на людей систематически. Мы не входим в его стандартный рацион. Но у каймана нет понятия «стандартный». Есть только «движется» и «не движется». Если вы движетесь у воды в темноте, категория определена. 80 миллионов лет одного и того же решения. Это не тупость. Это совершенство. Мы поднимаемся выше по списку. Следующая угроза не одна особь. Это коллектив. И в этом вся разница между страхом и паникой. Второе место. Пиранья. Точнее, стая пираньи краснобрюхой, Пигоцентрус натерери. Вы думаете, что знаете эту историю? Кино постаралось. На самом деле нет. Река в сухой сезон. Уровень воды падает на 6-8 метров по сравнению с пиком. Рыба оказывается сконцентрирована в изолированных водоемах, лагунах, старицах, глубоких ямах, где воды становится меньше, еды меньше, а пираний столько же. Вот тогда кино становится документальным. Стая краснобрюхой пираньи в условиях пищевого стресса насчитывает от 20 до 1000 особей. Каждая до 30 сантиметров с треугольными зубами, которые смыкаются как ножницы. Скорость поедания крупной туши, задокументированные случаи фиксируют полное скелетирование животного размером с капибару за 5-7 минут. Но настоящий ужас не скорость. Настоящий ужас – электрохимия. Пираньи реагируют на кровь в концентрации 1 часть на 200 миллионов. Это значит, что 1 капля крови в Олимпийском бассейне – уже сигнал. В реке, где вы стоите по колено с царапиной на ноге, сигнал распространяется быстрее, чем вы успеваете выйти на берег. В 1981 году на реке Амазонас перевернулся пассажирский паром. Точное число жертв до сих пор официально не установлено. Правительство Бразилии зафиксировало гибель более 500 человек. Часть тел, найденных позже, имела следы, которые судмедэксперты квалифицировали как характерные для воздействия пираний. Паром назывался Эвандро Коста. Это не легенда. Это официальный инцидент в архивах береговой охраны. Голливуд сделал из пираньи монстра. Природа сделала из нее систему утилизации. Разница в том, что система работает, а монстры только в кино. Мы добрались до первого места. Это то, с чего мы начали. Биолог, лес, 3 часа. Электрический огонь в позвоночнике. Сейчас ответ. Наше первое место – это не самое крупное существо Амазонки, не самое быстрое, не рекордсмен по яду. Первое место – это муравей-пуля. Снова. Но теперь в другом контексте. И этот контекст меняет все. Племя Сатеры-Мауэ живет в бразильской Амазонии уже 1000 лет. Это не изолированная группа без контакта с цивилизацией. У них есть школы, есть связь с городами, есть молодые люди, которые учатся в университетах Манауса. И все равно, когда мальчику исполняется 12-16 лет, он проходит ритуал инициации, который не менялся столетиями. Ритуал называется Туканандера. Старейшины плетут перчатки из листьев и травы, плотные до запястья. Внутрь помещают живых муравьев-пуль. До 80 особей в одной перчатке. Предварительно муравьев погружают в натуральный седативный раствор из растений, чтобы они потеряли сознание при плетении и пришли в себя уже внутри перчатки, злыми и дезориентированными. Юноша надевает перчатки на обе руки. На 10 минут. Остановитесь на секунду. 80 муравьев-пуль. Каждый укус уровня 4+ по шкале Шмидта. 10 минут. Добровольно. В присутствии всей деревни. Это не наказание. Это не пытка. Это доказательство. Юноша должен выдержать, не без боли, боль неизбежна, но без криков, без попыток снять перчатки, без потери достоинства. Деревня смотрит, старейшины оценивают. Это момент, когда мальчик становится мужчиной. В буквальном смысле, в глазах всего общества.
После ритуала временный паралич рук, неконтролируемая дрожь, галлюцинации от нейротоксина, иногда потеря сознания. Это норма. Это ожидаемо. Это часть процесса. И теперь биолог из начала выпуска. Его звали Майкл Смит. Он работал в Корнельском университете. В 2012 году он намеренно изучал укусы насекомых в полевых условиях и был укушен муравьем пулей случайно в запястье во время сбора образцов. Один укус. Без подготовки. Без ритуального контекста. Он описал следующие 2 часа как потерю способности думать о чем-либо, кроме боли. 2 недели восстановления. Онемение, слабость, периодические болевые волны еще несколько дней после. Один укус. Один муравей. 2 часа нефункциональности и 2 недели последствий. Юноши Сатеры Мауэ надевают перчатку с 80 такими муравьями на 10 минут. И делают это снова. 20 раз на протяжении нескольких лет, пока ритуал не будет пройден полностью. Это не жестокость. Это не экзотика для туристических буклетов. Это система ценностей, в которой способность переносить невыносимое не метафора взросления, а буквальное его условие. Амазонка сформировала это племя так же, как сформировала каймана, анаконду и пиранью. Через давление, через выживание, через миллионы лет отбора. Самый жуткий факт первого места – не нападение, не случайный укус, а то, что 80 укусов – это выбор. Осознанный, добровольный, культурно значимый выбор. Природа создала самую болезненную вещь на планете. Человек решил сделать из нее обряд перехода. Амазонка не враждебна. Она просто существует по своим правилам, миллионы лет до нас и, вероятно, миллионы лет после. Мы в ней случайные гости без брони, без яда и без 80 миллионов лет практики. Итого, угорь, который изобрел электричество без патента, паук, который путешествует в бананах через океан, змея, которой не нужен яд, потому что есть физика, муравей, который вышел за пределы шкалы боли, кайман, который ждет 80 миллионов лет и никуда не торопится, пиранья, которая работает как система, а не как монстр, и ритуал, в котором все это не ужас, а традиция. Амазонка не охотится на людей, она просто не знает, что мы здесь. И в этом незнании все. Хорошая новость. Диван, где вы сейчас сидите, статистически свободен от муравьев-пуль, странствующих пауков и черных кайманов. Это недооцененное преимущество современной жизни. Какое существо из списка вы бы меньше всего хотели встретить? И почему именно оно? Напишите в комментариях. Иногда ответы удивляют сильнее, чем сам список. До следующего раза. Если выпуск был полезным, лайк дает алгоритму сигнал делать такие вещи чаще. Работает просто.